Технологический прогресс. Что это? То, что не даст нам исчезнуть в далеком будущем и не раствориться в космической пыли? Или наоборот, то, что погубит нас, сотрет с лица Вселенной, оставив лишь шлейф древней технологичной цивилизации? Многие ученые, фантасты, мыслители и философы спорят на эту тему регулярно. Писатели и сценаристы создают разные произведения о том, как машины пытаются поработить человечество. Терминатор, Матрица, Бегущий по лезвию и еще десятки разных интерпретаций. Но в нашем мире появился лишь один автор, который не стал педалировать одни и те же заезженные темы, не стал в 100-й раз рассказывать историю спасения человечества, а взял и создал мир настолько для нас, даже по сегодняшним меркам, удивительный и необычный, что уже практически 30 лет андеграундные фанаты спорят о том, что они вообще только что прочитали. Причем разорвал пространство и время своим бурятским комиксом автор, который не писатель, не сценарист и даже не мангака. Заинтриговал? Встречайте одного из самых узнаваемых художников манги в нашей вселенной. Человек, который смог изменить подход к научной фантастике так, что после него научную фантастику можно считать мертвой. К нему на коленях приползали агенты из Marvel и умоляли нарисовать в своем стиле хотя бы одного супергеройского персонажа. Ну и пока другие пытались открыть дверь в мир киберпанка, он уверенно ее захлопнул. Действительно уникальный и неповторимый Цутому Нихей. Для начала, думаю, стоит уточнить, что Цутому на самом деле такой себе художник, средненький мангака и уж тем более не сценарист и не писатель. Именно поэтому его история нестандартна. Она охватывает большую часть культурных событий, которые я также, в нестандартной для рубрики биографии мангак форме, расскажу в этом видео. Мы затронем эпоху 70-х, 80-х, обсудим, откуда взялся жанр меха и каким образом история с очень сложным пониманием сюжета завоевала такой культ фанатов по всему миру. И причем здесь вообще Souls-like игры. Но прежде чем поговорить о Цутому Нихее, поговорим о другом интереснейшем явлении. У меня есть вопрос. Скажи, слышал ли ты когда-нибудь что-нибудь о таком редком в наше время жанре, как киберпанк? Ладно, на сегодняшний день о сайберпуке не знает разве что только оторванный от интернета скуф. Слово не новое, а с появлением игры про 2077 год о нем узнали уже абсолютно все. Но для справки я все равно дам маленькую аннотацию. Киберпанк — это такой поджанр научной фантастики, в котором прекрасно отражается упадок человеческой культуры и морали на фоне колоссального технологического прогресса. Ну вот это вот знаменитое хай-тек лоу-лайф хоть раз где-нибудь ты должен был слышать. Но спорим, я добавлю в свой вопрос лишь одно низенькое, узенькое слово, и из-за него полностью изменится ответ. Хочешь? Да, конечно, хочешь. Скажи, слышал ли ты когда-нибудь что-нибудь о таком редком жанре, как японский киберпанк? Ты там сдурел, что ли? А чем вообще японский киберпанк отличается от обычного? Господи, это буквально однохуйственные штуки. Ведь в киберпанке всегда есть азиатская культура, самураи, иероглифы. Че ты такое несешь, шмангер? Друзья мои, я могу понять такой бубнёж, но вот японский киберпанк — это совершенно другая материя. Ну, давайте разбираться. Классический киберпанк, который все мы знаем, создан на Западе с традиционными ценностями западного человека. Там вот эти корпорации, нищета и богатеи, капитализм, преступность, легкодоступные женщины, биомеханические импланты, протезированный огромный хуй. Короче, все, что я только что перечислил, вот это вот извращенное отражение нашего сегодняшнего социума, возведенное в технологический абсолют, это западный взгляд на киберпанк. Вспомним того же нейроманта Уильяма Гибсона.
А вот восточный взгляд совершенно иного пошиба. Ну, про прям уж восточный взгляд сильно сказано, в данном случае я имею в виду все-таки чисто японский взгляд. Весь цимис в том, что персонажи японского киберпанка всегда проходят сквозь невероятно монструозные изменения как себя, так и окружающего их индустриального мира. Сложно, да? Попытаюсь сказать проще. Японский киберпанк о том, каково это, когда человек превращается в технологическое нечто. Японцам, по сути, все вот эти вот корпорации, тачки, срачки, какое-то величие, какая-то хуй, им это вообще не интересно. Японцам все это глубоко по барабану. Их не волнует политика, неоновые цвета, дождь, антураж будущего, проблема каких-то там суррогатов, репликантов, киборгов и прочих вертолетов. Это все очень вторичные детальки, которые, конечно, должны быть, но это все же вторично. Единственное, что видят и чего отчаянно боятся японцы в киберпанке как в жанре, это граница перехода человека в бездушную машину. Отмотаемся вот к этой дате. На дворе 1980-й. Уже 10 с лишним лет экономика Японии растет в потолок. Каждая инновация выкупается японскими корпорациями, допиливается до идеала и выпускается на мировой рынок. Сейчас пример будет дебильный. Но вот представьте, что компания Apple была бы целой страной. Вот именно таким техногигантом была Япония в 80-е. Но местные мудрецы начинают понимать, к чему все идет. Я не буду объяснять в подробностях японский экономический прикол, в двух словах. На фоне технологического бума и надвигающегося экономического краха начинают появляться разные произведения искусства, как бы предупреждающие или предрекающие будущее всей страны. И первым таким знаковым произведением была манга. Угадайте, какая? Акира. Есть много споров, конечно же, в интернете о том, что Акира — это не чистый киберпанк, что это лишь прародитель жанра и не особо похож на классический киберпанк. Так вот, дело в том, что говорят это западноевропейские диванные эксперты со своими базовыми материальными ценностями. Для японцев же Акира — это самый настоящий глубинный киберпанк. Но я затянул вступлением, поэтому давайте начну рассказывать о герое данного видео. А к Акире и теме киберпанка вернусь тогда, когда дойдет время. Отмотаемся еще раз. 1971 год, 25 февраля. На свет рождается маленький Нихей в городке Корияма, который находится в префектуре Фукусима. Это где-то вот здесь. Родители называют мальца Цутому. И здесь я хочу вставить малюсенькую справку ради автопа. Данное имя имеет японское происхождение и состоит из двух, грубо говоря, двух слогов – Цу и Тома. Первый слог можно перевести как «друг-товарищ», а второй – «мудрость, знание». Таким образом, имя Нихея буквально переводится как «умный кореш», или «мудрый друг». Не знаю, зачем я вставил эту расшифровку имени, но прикиньте, у нас были бы имена типа Гений Брослав или Мудрокентий. Гениальный юмор, я знаю, спасибо. Я отвлекся. Вернемся к теме. Я постоянно замечаю, что личности мангак неотъемлемо связаны с их местами рождения и последующего взросления. Например, если город, в котором рос Масаши Кишимото, можно с точностью назвать аналогом Канохи, деревни Листа, то вот город Нихея — это что-то прям иное, можно сказать, индустриальное. Помимо того, что город является центральным транспортным узлом Японии, в нем развиты машиностроительная, текстильная, алюминиевая, пищевкусовая и электропромышленная отрасль. И промышленность в этом городе не просто развита, производство является сердцем этого города. Большую часть текстильной продукции занимает производство шелка и хлопчатобумажных тканей. Думаю, каждый из нас понимает, что взросление в таких местах, особенно у творческих людей, оставляет сильный отпечаток в сознании. Цутому, как вы понимаете, с детства впитывал в себя всю эту индустриальную стилистику. Года идут, взросление мальца проходит без подробностей. По крайней мере, я их не нашел. Только одна малюсенькая, но важная деталь примечательна во всем становлении будущего мангаки. Нихей был совершенно равнодушен к манге и рисованию. Его абсолютно не привлекала набирающая обороты индустрия черно-белых комиксов. Ведь обычно как происходит? Детки в возрасте лет 8-9 отлично впитывают и поглощают медиаконтент, который на них нацелен. На рынке Японии в те времена, да и сегодня, таким медиаконтентом как раз отлично служила манга. Но вот чё-то на Нихея совсем не впечатляла.
Единственное его соприкосновение с мангой в детском возрасте было чтение сверхпопулярного в те годы журнала Shonen Jump. Но тогда его не читал разве что только младенец или слепой. Плюс ко всему, Цутому же читал истории с картинками только из-за того, чтобы не отставать от интересов своих сверстников, не более. Ему вот эти сюжеты нарисованных челобздунчиков были глубоко допиты. С историями он ознакомливался только ради того, чтобы было о чем поболтать с местными пацанами и быть в теме их обсуждений. Но тут уже был нюанс. С сверстниками ему все равно общаться было проблематично. А здесь уже начинает прозвинкивать первый звоночек, предрекающий его будущую судьбу. Но к этому я подойду чуть позже. Хочу еще пару слов сказать о японских п***ках того времени. Вот прикинь, они читали и обсуждали местную литературу, получали ценную инфу из картинок, узнавали новые слова, получали опыт там какой-то житейский, пусть и в лице нарисованных персонажей. Это уже многое говорит о спиногрызах Японии. Они в те времена, можно сказать, были контент-гурманами. А сегодня девятилетки обсуждают, как Влад А4 засунул Гленту 1000 КамАЗов в жопу. На 70-х мы немного остановимся. А потом Мистер Бист ему в рот наср. Этот период для манги достаточно интересен. Цутому также почитывал Блэк Джека, но не с шлюхами, а с астробоем от Осаму Тедзуки, Дораэмона от дуэта Фудзика Фудзия, а что-то другое мелкого Нихея мало интересовало. По крайней мере, пока ему не исполнится 15 полных лет. Но так как мы сейчас в 70-х, чтобы у всех у нас было лучше понимание, я немного отвлекусь и расскажу об этом десятилетии чуть поподробнее. Самое интересное здесь то, что в нем произошло рождение жанра меха по всей Японии. Тут тебе и Мазингер Z, и Гетер Роба, даже легендарный Гандам зацепился за конец 70-х. Естественно, и за пределами меха-жанра существовали и другие произведения. Люпин III, Девилмен, можно было встретить даже историю об известнейшем и уже легендарнейшем японском школьнике по имени Камори Ю. Вы не знаете, кто это? Он также известен под другим своим именем. Спайдамон! Но только вставку я сделал из сериала Супайдамана 78-го, но это не важно. 70-е были гениальными. Это я все к тому, что уже тогда выходили интересные разнообразные истории. Но будем реалистами. Сами по себе эти работы... Но они служили больше фундаментом для развития индустрии манги, нежели прям каким-то локомотивом. Вот прям значимых и культовых произведений, которые могли разорвать мозг и мощно бустануть всю сферу во всем мире, среди них, к сожалению, не было. Еще не было. Естественно, мой тезис может быть спорным. Там тебе и Люпен, и Гандам, и Девилмен, но в 70-е эти работы выглядели не такими, какими вы знаете их сегодня. Они были, если можно так выразиться, в другом культурном формате. К сожалению, манга 70-х больше походила на попытку угнаться за американскими комиксами. В манге было крайне много заимствований и клише от того же Диснея или Марвел, лишь с малой частью вкрапления собственной культуры, самобытности и какой-то идентичности. Вот сейчас, граждане Атаку, если вообще такие еще есть, не падайте в обморок, но даже само слово «меха» произошло от английского слова «механический». А идея железного робота была попыткой переосмысления знаменитого супергероя Железного Человека. Хотя и тут есть интересная деталька, которую я обязан упомянуть. В 1956 году гражданин Мицутеру Йокаяма, начитавшийся американских комиксов и увидев у своего коллеги, гражданину Осаму Тедзуки, Астробоя, решил совместить эти два элемента, и на свет появилась манга Тетсуджин 28, которая по своей сути была прям вылитой калькой на комиксы Marvel тех лет, только, естественно, черно-белые. События крутились вокруг большого робота, которым управлял маленький мальчик, и они вместе спасали мир от разных негодяев. Через 6 лет, в 1962, Стэн Ли создает революционного героя, которого тоже называют Железный Человек. Почему тоже? Потому что Тетсуджин буквально переводится как «железный человек». На эту забавную деталь мало кто сегодня обратит внимание, но сама идея Железного Человека была буквально скопирована с японского Железного Человека, который был попыткой угнаться за американскими комиксами от Marvel. А уже в свою очередь будущие мангаки, пытаясь переосмыслить Железного Человека от Marvel и при этом не забыть свой первоисточник Тетсуджина, добавляют ему свою глубинную любовь к гигантизму. И таким образом появляется четкое представление огромного робота, которого пилотирует
маленький школьник, ну или школьница. И надеюсь, вы не запутались от такой абсурдной многоходовочки. Понимаю, вы включили это видео в надежде посмотреть биографию Цутому Нихея, а я уже как будто ушел в старческий маразм и затираю за какой-то Марвел, за каких-то роботов. Но для дальнейшего понимания пути нашего мангаки важно уточнить принцип заимствования, который у Нихея не просто имеется, его стиль полностью состоит из этого, только на совершенно другом уровне. Для кого-то, наверное, это будет оправдание, я просто объясняю. И вся эта западная медиа-империя комиксов, мультиков и киноразвлечений тут играют отнюдь не последнюю роль. Но, как я уже много раз сказал, обо всем по порядку. Про 70-е можно закончить, а самые бенгерные и самобытные работы начнут появляться только в следующем десятилетии. И вот мы вернулись к этой дате. Пока маленький Цутому растет, Япония переживает экономический взлет. Мир, в котором живут все японцы, начинает превращаться буквально в мир будущего. Инновации, технологии, безумно дорогое жилье, дешевый доллар. Японская техника ценится во всем мире как самая революционная и передовая. Корпорации гребут бабло, государство гребет бабло. Все кругом работают и кайфуют от жизни. Ю-ху! Но мудрые ребята, всякие аналитики и те, кто хотя бы видит на один шаг вперед, прекрасно понимают, к чему все это ведет. А еще более мудрые пытаются на глубинных страхах, если можно так выразиться, поднять бабла. Начинает появляться манга с очень необычными сюжетами. Про постапокалипсис, про то, что технологии поглощают человечество, про то, что у людей только один путь, и путь этот не самый оптимистичный. И нет, не подумайте, что кучка каких-то шизоидов-всепропальщиков смогли запугать многомиллионную страну. Нет. Вайб на самом деле был уже давно вшит в сознание населения. Просто через культурное самовыражение эти глубинные мысли вырывались на свободу, точно так же, как Годзилла у них выходит из моря. И вот, одной из первых манг, если можно так выразиться, предсказывающих будущее, как раз был уже вышеупомянутый Акира. Пара слов, о чем Акира. Спустя 31 год после Третьей мировой войны и ядерной бомбардировки столицы Японии воссоздан новый город – Нью-Токио. Внешне все под контролем. Однако организация страны теперь напоминает профашистское государство, жесточайшим образом подавляющее попытки мятежа. В исследовательских центрах проводятся парапсихологические опыты над людьми для разработки совершенного вида оружия. Военные, в лице полковника Сикисима, руководителя проекта биологических военных экспериментов, входят в конфликт с политическим крылом правительства, а в стране возникает религиозный культ человека по имени Акира, приход которого якобы может разрешить все проблемы Японии. Тут нужен флешбэк. Для японцев же Акира — это самый настоящий глубинный киберпанк. Дело в том, что как раз в Акире лучше всего прослеживается главный постулат – превращение человека в нечто технологичное, непонятное и пугающее. А вместе с героем или героями меняется и окружающая действительность. Причем Кацухира Отома отлично показывает человеческую природу. Тецуо, по сути антагонист истории, медленно отрекается от своей человечности, превращаясь то ли в бога, то ли в монстра. Причем происходит все это без его воли. Он буквально заперт в неизбежном конце, а вместе с его изменениями рушится и устоявшийся мир, которому также требуется перезагрузка. Про Акиру можно поговорить отдельно, лучше для этого, конечно, выделить целое видео, но не только один автор Акиры начал просекать фишку японского киберпанка. Были и другие ребята, зачастую андеграундные режиссеры тех лет. И на них всех очень сильно влиял опять этот проклятый Запад, а точнее западные фильмы. Например, «Голова ластик» Дэвида Линча, «Видеодром и муха» Дэвида Кроненберга, «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта. Все эти работы вкупе сильно вдохновляли японских кино, аниме и манго-делов. Оттуда заимствовались сюжетные повороты, художественные приемы и общая атмосфера. Так вот, в весь период всего десятилетия 80-х в Японии начинали появляться такие фильмы, как
взрывающийся город от Сога Асии, странное существо обычного размера от Сини Цукамото. Последний, кстати, лег в основу легендарных Тецуо Железный Человек и Тецуо 2 Человек-молот. Порошок смерти, Ганхед, Война роботов, Подопытная свинка 5, Андроид из Нотр-Дам, Пиноккио 964, Анатомия вымирания и Любовь к резине. Все эти картины оставляли настолько мощный творческий шлейф, что ими вдохновлялись все андеграундные режиссеры Японии будущих 30 лет. Но все же ключевым фильмом, после которого можно сказать, что родился японский киберпанк и стал отдельной оригинальной веткой жанра, был уже упомянутый Тецуо Железный Человек от того же Сини Цукамото. Цукамото развивает стилистику фильма «Взрывающийся город», заимствует оттуда рваный монтаж, индустриальную агрессивную музыку и начинает показывать зрителю главного героя, у которого тело буквально начинает гнить, распадаться на части и сливаться с механическим мусором. И этот процесс нельзя назвать классической киборгизацией, как в том же Робокопе, потому что акцент картины идет на то, что человек переживает именно этап бесконтрольного превращения в машину, когда технология встает выше человеческого сознания. У Тецуо присутствует не только распад плоти, но и психики, гнетущее одиночество и принятие неизбежности. Буквально то же, что происходит с Тецуо из Акиры, но процесс показан глубже и более камерно. Именно в этом и заключается японский киберпанк. Возможно, после этого вы лучше поймете культовость Акиры как манги, так и аниме. И вот в этом всем растет маленький Цутому Нихей. И главное, не забываем, в 80-е Япония вся представляется как страна будущего. Сочетание высоких технологий и доминирования корпораций, характерное для киберпанка, уже было свойственно Японии в тот период. Поэтому влияние японского киберпанка тогда оказывало на всех жителей страны восходящего солнца совершенно другой, гнетущий и пугающий эффект. Пока западный человек боялся, что из будущего за ним прилетит робот с дробашом, японцы боятся сами превратиться в этих самых роботов. Они боятся полного слияния. Так вот, Нихей, к 15 годам, а это у нас на дворе где-то 86-й, только-только начинает проникаться чуть-чуть мангой. Он взахлеб читает Акиру, Навсекаю из Долины ветров, да, у Навсекая есть манга, написанная Хаяо Миядзаки, и смотрит первый фильм «Чужой» от Ридли Скотта. Причем идея с древней расой непонятных существ, так называемых жокеев или инженеров, Нихею западает глубоко в сознание. Также через «Чужого» он открывает для себя гениального и ужасного Ханса Руди Гигера и быстро становится его фанатом. У Гигера своеобразный, но очень запоминающийся стиль, который вы сейчас видите на экране. Его работы выполнены в жанре фантастического реализма. Многие художники называют его стиль некроготикой и биомеханикой, но не столь важно, как это называется, а то, какие эмоции вызывает. Нихею, как фанату нестандартно прекрасного, такой стиль сильно въедается в сознание. Чуть позднее Цутому наткнется на работы иллюстратора Жана Жиро, также известного как Мёбиус, и также зафанатеет от его стиля. Ну и самое главное, Нихей, начитавшись и насмотревшись на миры будущего, замечает в себе страсть к строительной сфере, а именно к архитектуре и дизайну. Мой отец был плотником, поэтому я знал о строительной отрасли еще до того, как начал там работать, и собирался поступить в строительную отрасль еще со школы. Выбрав себе архитектуру главным направлением, он уже фантазировал себе прекрасное будущее строителя-архитектора. Но в это время, пока Нихей фантазирует о своей жизни и не особо следит за развлекательной индустрией, в Японии происходят титанические сдвиги. На дворе конец 80-х. В стране уже отчетливо виден экономический коллапс. После окончания средней технической школы Корияма Кита в 18 лет Цутому решает свалить на постоянку жить в Токио, где сразу же находит себе работу, связанную с архитектурой. Он становится стажером начальника строительного участка. Работа заключалась в составлении чертежей производственных проектов и условия строительных площадок на основе проектных документаций. То есть нужно было очень много рисовать
рисовать, чертить, считать и разбираться в устройстве архитектурных сооружений. Там же он начинает понимать основу масштабов, размеров, перспективы, всевозможные работы с стальными конструкциями и формирует полное понимание устройства городов, дорог и вообще всей сферы строительства. Именно здесь Нихей закладывает свой творческий фундамент, еще который он не может пощупать, но именно на нем будет в будущем строиться крепкий такой дом из самобытного уникального стиля. Но далее в жизни Нихея возникает старая проблема. Он не может до последнего понять, как же все-таки работать в команде. Помните, я рассказывал, что у него все равно были сложности в общении со сверстниками. Так вот, этот малюсенький нюанс за годы никуда не делся, а только сильнее развился и превратился в громадную сложность. Взаимодействовать с коллективом у Цутому совершенно не получалось. Сидишь ты как белая ворона в кабинете, а тебя никто не понимает, потому что кругом дебилы. Думаю, многие понимают, о чем я говорю. И на этой почве у него возникают глубинные проблемы реализации, сложность найти общий язык с коллективом и постоянные огорчения от того, что результативность зависит не только от него одного, но и от остальных сотрудников, с каждым месяцем доканывало его все больше. Но здесь вселенная подкидывает ему знак. Как-то раз, придя домой после работы, Цутому увидел интервью с уже ставшим популярным Акирой Ториямой, создавшим Dragon Ball. Торияма в одной передаче рассказывал, как ему комфортно и по кайфу работать в одиночку. Сидишь себе запертый в 4 стенах дома или выходишь в кафешку, пьешь миндальный рафчик и рисуешь. А еще за это платишь безумно много налогов, и вообще большая часть его дохода уходит на налоги. Конечно, интервью было больше похоже на допрос в налоговой, потому что японцы не очень любят говорить о деньгах и о том, кто сколько зарабатывает, но Нихей, включив свой аналитический склад ума, тут стоит пояснить, в Японии прогрессивная шкала налогообложения. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь налогов, и налог этот может доходить вплоть до 50% твоего дохода. Так вот, Нихей, сложив 2 плюс 2, осознает, что индустрия манги может дать ему и хорошее финансовое состояние, и возможность работать в свое удовольствие, и не мучить себя и других, работая в команде. Да и плюс ко всему, делать он будет практически то же самое. Что он сидит и чертит всякие чертежи, что он будет чертить то же самое, только еще подрисовывая туда всяких челобздунчиков. Тем более, Нихей к этому времени уже вовсю увлекся американской литературой в жанре твердой научной фантастики. Может создаться впечатление, что hard science fiction — это что-то гиперболизирующее в жанре. Типа еще больше научно-фантастических штук, более технологичные технологии и прочий гиперболизм. Но на самом деле нет. Простыми словами, научная фантастика делится на 2 типа — hard и soft, то есть твердая и мягкая. Так вот, в твердой научной фантастике все технологии и физические процессы не идут сильно вразрез с нашими физическими законами. В харде нет полетов в космосе на световой скорости, нет перемещений во времени и взрывов в вакууме, и, конечно же, нет никаких инопланетян. Ну и по логике, как вы поняли, софт как раз таки позволяет себе допускать всю возможную бредятину для большей зрелищности, но которая существовать в нашем мире не может по определению. Ну, примеры софта вы и так понимаете, это Star Trek, Звездные войны, Трансформеры и Терминатор. I'll be back. Интерстеллар, Марсианин и Гравитация — это твердая научная фантастика. Итак, как уже понятно, легкая научная фантастика Нихея не интересовала. И это неудивительно, так как в архитектуре тоже требуется детальный расчет строительства. Можно нафантазировать какие угодно постройки, но если они конструкционно не адаптированы под наши с вами физические законы, то такой дом либо развалится со временем, либо развалится на этапе постройки. Следовательно, и литературный подход Нихей выбирает более рациональный, чтобы все события могли хоть как-то быть научно обоснованы. Такой, кстати, подход интересно отразится в его будущем творчестве, которое будет создавать преимущественно вроде бы легкую научную фантастику на базе тяжелой. Не знаю, нужно ли это как-то вообще пояснять или нет. Посмотрев на свое место работы, на которой Цутому мучительно оттарабанил уже 2 года, на следующий же день, собрав всю волю в кулак и выбив дверь своего шефа с ноги, он говорит ему «Хер тебе в рыло, сраный урод!» и добровольно увольняется. Наполненный энтузиазмом, бесстрашием и отвагой, Цутому рисует себе дорожную карту своей карьеры мангаки. На дворе уже шел 91 год.
Нихею было 20, и он планировал ровно через 5 лет взять самую высокую шкалу подоходного налога, а следовательно его доходы должны были исчисляться миллионами долларов. И за такие амбиции, особенно на фоне экономического краха, мое почтение, мне бы его самоуверенность. Ему казалось, что этот план надежный, как швейцарские часы. Нихей начинает активно рисовать ангоинги для того, чтобы рассылать их разным издателям. В этот же год его посещает идея фикс. Все свои накопленные средства со своей работы Нихей тратит на поездку в Америку. Но не просто так, а едет поступать в частную школу искусств и дизайна Parsons, которая находится в Нью-Йорке. И выбрал, опять же, он ее не просто так. Уже в те годы школа Parsons считалась одной из лучших школ дизайна архитектуры и, внимание, одежды. Да, по сути он поехал учиться по своей рабочей специальности, но идея была не в этом. Идея заключалась в том, что я смогу рисовать мангу на протяжении года, при этом не работая, а если план не удастся, то я брошу всю эту затею с мангой. Вот только Нихей там толком не учится, а больше ебланит и тусуется с новыми друзьями, с которыми познакомился на потоке. Его подростковые амбиции начинали постепенно утихать, а точнее рушиться о грустную, суровую действительность жизни. Я убил кучу времени и постоянно бездельничал в учебном заведении с другими студентами из Японии и Кореи. По-настоящему решительные люди не стали бы слоняться с другими японцами, которые там учились, но я не был столь решительным. В течение 1 года обучения Цутому все-таки подтягивает для себя самые сложные художественные моменты. Так как с рисованием архитектуры у него трудностей не возникало, все же навыки настройки не прошли даром, он больше концентрируется на рисовании персонажей и их визуальный стиль. Ведь в Парсонсе, напомню, второе направление — это дизайн одежды и внешний вид. Кстати, в будущем Нихей реально круто реализует этот навык. Все это время Цутому рисует ваншоты и регулярно отправляет их в японские издательства с надеждой, что его заметят и дадут шанс на развитие своих уже тогда удивительных работ. Но, по всей видимости, удивительными считал их только сам Нихей. На протяжении всего года проживания в Нью-Йорке он получает только одни отказы. Однако все пошло не совсем так, как я планировал. В своем плане я думал, что за это время смогу вернуть большую часть своих денег за счет заработка в сфере манги, но все оказалось не так просто. Спустя еще года пол Нихей понимает, что его рисунки никому не нужны. План по захвату индустрии начинает давать трещину. Отложенные средства заканчиваются, и юный фантазер возвращается в Японию. И это, на удивление, было верным решением, ведь иногда в жизни надо сделать шаг назад, чтобы потом сделать 2 шага вперед. Итак, Нихей вернулся в Токио и сразу же лично начал бегать по крупным журналам. Конечно же, он постоянно пытался пробиться в Shonen Jump и Young Magazine, но каждый раз получал отказ. Денежки на жизнь у Цутому к этому времени, естественно, закончились. На дворе уже был приблизительно где-то 93-94 год. В то время, когда я только вернулся в Японию, то пошел работать на полставки в фирму архитектурного дизайна, где, например, научился представлять, как выглядит структура стен изнутри. И эти новые знания напрямую отражались в его работах, которые все еще нигде никто не хочет принимать. Уже практически вконец загрустив, Цутому встречается со своим старым другом и узнает, что старший брат его кореша работает ассистентом одного художника манги. Нихей всеми силами напрашивается на встречу с братюней кореша. Я случайно узнал, что старший брат моего друга работает помощником художника манги. Я с ним встретился и попросил посмотреть мою мангу, и сразу же у него спросил, куда мне можно ее отправить. И он сразу же мне ответил: в Afternoon. Ну и я сразу же отправил свою работу туда. До этого момента, куда бы я ни отправлял свою работу, около года ни от кого не получал ответ. Но в этот раз мне сразу же позвонили из Afternoon, и редактор сказал: я хотел бы с тобой поработать. Я был очень счастлив.
Afternoon — это журнал сейнен манги, то есть для более взрослой аудитории, то есть старше 18 лет. К тому моменту в ней уже публиковались такие, на сегодня практически тоже знаковые и культовые работы, как «Паразит» и «Клинок Бессмертного». Чуть позднее будут выходить «Мастер Муси» и «Сага о Винланде». Так как Afternoon ему ответили мгновенно, он сразу же подготовил для публикации свой дебютный ваншот. Знаете, какой он был? Это был Blame. Но не тот Blame, который все мы знаем. Оригинальный Blame появился чуть позже, а в 1995 году Цутому выпускает 20-страничную завершенную историю, можно сказать, прототип Блейма. По сюжету ваншота в очень, видимо, далеком мире будущего происходит криминальное дельце с убийством и каким-то особым видом будущих котиков-нар. За дело берется полицейский по имени Килли, у которого в распоряжении есть какая-то мощная пушка. Так вот, Килли находит преступника. Им оказывается, по всей видимости, больной мужик, который решил пересадить свой разум в робота. После занимательной перестрелки голова робота взрывается от выстрела Килли, преступность наказана, мир спасен, конец. Ничего вроде бы выдающегося, да? Но именно эта работа летом 95-го взяла специальный приз жюри от Afternoon. А за что? Давайте разберемся. Как вы понимаете, не сюжетом гораздо эта работа, а уже своими проблесками новаторского стиля Нихея. Во-первых, очень скрупулезный подход к геометрии и архитектуре. Такой детальной проработки технологического будущего уже вполне достаточно, чтобы автора заметили. Здесь и отличные декорации построек, и нуарный мир будущего, и одинокий немногословный герой с крутой пушкой. Но, как мне кажется, есть еще одна важная, конкретно, естественно для японцев, деталь. То, чему я посвятил приличную часть этого видео – суть японского киберпанка. Но уже с интересным переосмыслением. Понимаете, в чем дело? Дело в неожиданном, но важном твисте. Когда ГГ находит злодея и обнаруживает, что этот поехавший пересадил свое сознание в роботизированное тело, то Килли угрожает убийством его физического тела. А твист как раз и заключается в том, что это совершенно психопата не пугает. Он и не собирался возвращаться в этот кусок мяса. И поймите правильно, истории о психопатах были всегда. Это не новаторство. Истории о киборгах уже были давно. Робокоп, Дарт Вейдер, уже вышла манга Алиты, где от живого человека остался, наверное, только спинной мозг. И даже Тецуо из уже упомянутого Акиры, все они были людьми и хотели людьми оставаться. Даже главная идея «Призрака в доспехах» показывала, что значит быть человеком. Или те же репликанты из «Бегущего по лезвию», которые, являясь синтетическими существами, хотели стать людьми. Или хотя бы к ним приблизиться. Но Нихей решил пойти дальше и показать человека, который уже не хочет быть просто человеком, который на 100% готов пересадить свое сознание в полностью искусственное тело по собственному желанию. И именно эта вроде бы мелочь отлично нашла отклик и у читателя, и у самого Нихея, потому что в дальнейшем он эту идею модернизирует еще масштабнее. И хоть вроде бы у Нихея появился первый значимый успех в индустрии, но две проблемы у него все-таки возникло. Первая – деньги на жизнь у Нихея давно закончились, а вторая – он совершенно не готов работать как папа Карло без понимания того, как индустрия устроена. После общения с редактором и открытия для себя новых подводных камней в индустрии манги, Нихей принимает разумное решение. Он становится ассистентом мангаки Цутому Такахаси. И причем искать такую вакансию Нихею долго не пришлось. Цутомов свел редактора Afternoon, так как Такахаси там же публиковал свою мангу «Ледяное лезвие». Прикиньте, в одной комнате находятся два мудрых кореша. Тем временем я работал ассистентом у Цутому Такахаси, который публиковался тогда в журнале Afternoon со своей мангой Джирай Шин. Я до сих пор не имею ни единой догадки о том, что я тогда такого делал, что приобрел такие технические ноу-хау навыки, просто работая ассистентом. Манга Такахаси рассказывает о парне по имени Киоя Ида, который работает брутальным таким мужиковатым детективом.
Среди своих он известен необдуманными поступками и методами любой ценой решить проблему, что делает его не особо популярным среди офицеров выше по званию. Ну и естественно он отличается смелостью и сообразительностью, что помогает ему в решениях тогда, когда традиционные методы уже бессильны. Вообще забавно, что Нихей, можно сказать, продолжил свою же историю, которую начал в своем ваншоте, но при этом немного поменялся сеттинг с мира будущего до наших дней, да и не он писал основной сюжет. Но это мелочи. Главное, что Нихей начал познавать для себя мир сериализации манги. Изучать все этапы производства, подтягивать отстающие навыки, учиться работать в срок. Короче, последующие где-то года полтора он натаскивается как никогда. А к 97-му году происходит большой дебют с его собственным манго-сериалом. Представьте себе мир, где развитие сетевых технологий достигло предела, и представьте себе город, который стал настолько огромным, что его истинный размер уже невозможно определить. В давние времена, еще когда трава росла, под контролем искусственного интеллекта управляющих была создана сетевая сфера. Любой человек, обладающий геном сетевого терминала, мог подключиться к ней и получить все, в чем нуждался. Но в результате катастрофы люди лишились доступа к сети, а комплекс антивирусной защиты Safeguard начал уничтожать любого, кто попытается создать незаконное подключение. Мир постепенно утратил прежний облик. Роботы, запрограммированные строить город дальше, с каждым столетием только увеличивали размеры города, погружая его обитателей в хаос. История манги начинается спустя несколько тысяч лет. Главный герой по имени Килли блуждает по бесконечным этажам и уровням мегаструктуры в поисках утраченного гена сетевого терминала. Ведь это единственный способ вернуть управляющим доступ к сети, а значит остановить неизбежный распад всего города. Вообще, я должен сейчас начать облизывать Блам со всех сторон, ведь это, без шуток, одна из самых уникальных манг в мире. Лично у меня всегда она в топ-3 лучших манг, что я когда-либо читал. Причем не я один, это любимая манга PewDiePie. И вот нас уже двое. И я уверен, любимое произведение миллионов людей. И эта манга самый настоящий феномен. Знаете почему? Во-первых, в ней нет сюжета. Кто-то со мной может поспорить, но за меня лучше всего ответит сам Нихей, только сделает он это не сейчас. Но чем тогда берет Блам? Почему среди многих Blame считается таким крутым произведением? Тут целых 3 важных элемента, которых, кстати, если придерживаться, то я уверен, успех будет и в других произведениях. Но за почти 30 лет таких работ больше не появлялось, поэтому Блам можно считать вымершим единорогом, который не успел дать потомство, точно так же, как и люди с сетевыми терминальными генами. Первый и главенствующий элемент успеха, конечно же, архитектура. Причем это необычная архитектура. В классической архитектуре, например, города, в которых мы с вами живем, архитекторы предпочитают проектировать все исходя из роста человека, исходя из логики, где, например, ступеньки сделать, где заборчик поставить, где зебру положить, где пойдут жилые дома, где пойдут парковки, какой высоты должен быть дом. В общем, это огромная сфера, можно сказать, наука, в которую мы углубляться не будем. Конечно, я понимаю, что сейчас найдутся гениальные критики, которые начнут ругать свои же города, в которых они живут, за кривость в каких-то моментах, но в любом случае градостроительство процесс архисложный. И все в этом процессе пытается учитывать именно потребность людей, которые в этих городах живут. Как бы для некоторых аномально это не звучало.
Это я привел пример обычной архитектуры. Надеюсь, архитекторы не будут меня ругать за то, что я пытаюсь все объяснить примитивным языком, и надеюсь, я ни в чем не ошибаюсь. Также есть другая, чуть-чуть необычная архитектура, которая направлена на то, чтобы, подосадить немножечко человеческое эго. Этот тип архитектуры намеренно не проектируется с учетом человека. То есть он проектируется как бы по логике, но без учета того же человеческого роста. Например, пирамиды. Или какие-нибудь монструозные соборы с очень высокими колоннами. Все эти пирамиды и соборы сделаны в религиозных целях, чтобы принизить значимость человека, который находится внутри или смотрит на это снаружи. Как будто у этого суперсооружения появляется сверхразум, и он говорит челобздунчику: «Чувствуешь себя здесь неуютненько, да? Чувствуешь божественное присутствие?» То есть все такие сооружения зачастую строились для восхваления Бога. Даже упомянутые пирамиды, они тоже строились для восхваления богов. Но все же что-то человеческое в этих сооружениях присутствует. Как минимум, логика. Где есть дверь, где есть окна, где лесенку поставили. Это вот еще один вид или тип архитектуры. Я не знаю, как это классифицировать. Тип-вид мне вообще похуй. А теперь можем поговорить, чем же удивительна архитектура в манге Бламе. В ней нет человеческого намерения. За счет того, что люди потеряли контроль над строительным искусственным интеллектом, он беспорядочно начал расширять город вширь и в высоту. И если раньше человек мог контролировать строительство и вносить какие-то корректировки, то теперь эта своеобразная строительная нейросеть отправилась в свободное плавание, в строительство без учета существования людей. В этом виде архитектуры не учитываются человеческие пропорции, не учитывается какая-то логика передвижения. Здесь даже в принципе не учитывается присутствие хоть какой-то формы жизни. И если в случае монструозных пирамид их цель была показать человеку какое-то величие, какую-то божественность, то в случае Блама мегаструктура показывает абсолютное безразличие к человеку. А с учетом объемов и масштабов в рисунке, при прочтении складывается ощущение, что даже мы, читатели, здесь лишние. Мегаструктура в Блейме вообще больше походит на систему пещер, в которых все формируется за счет природных процессов. И человек как бы может по пещерам бродить, ходить, лазить, но он никогда не сможет себя чувствовать в пещере уютно. Приблизительно такую же атмосферу и создает вся мегаструктура в Блейме. Вот только если пещеры формирует природа, то мегаструктуру формирует созданный человеком искусственный интеллект, который уже давно забыл, что такое строить для человека. Да, здесь присутствуют элементы лестниц, что-то похожее на дорожки, арки, окна. Но если начинать критически анализировать постройки, то очень часто эти пути никуда не ведут. Окна расположены хаотично, без какой-либо логики, арки какие-то большие, то маленькие и при этом ведут в пустоту. А большинство архитектурных элементов не имеют смысла или хоть какой-то функциональности. Это как в тех мемных картинках гениальных воплощений ремонта, когда кран какой-нибудь смотрит в розетку или лестница ведет в стену. Прикиньте собрать всех этих строителей и сказать им дом построить. Мне вообще вся эта мегаструктура напоминает дом, который построил Гомер Неду Фландерсу, помните? Фландерс зашел, шел, у него все сужалось постепенно. Как же я рофлил с этого. Кто отсылку понял, ставь лайк. Но я отвлекся. С уникальностью архитектуры Блама мы чуток разобрались. На самом деле о ней можно разговаривать долго, но я не хочу настолько душнить лишь на этом моменте. Перейдем ко второму пункту успеха. В Блейме, по сравнению с другими мангами, очень мало диалогов. А вместе с отсутствующими диалогами здесь очень мало экспозиции и объяснения того, что здесь вообще происходит. Отсюда и вытекает второй важнейший элемент успеха. Мы, читая Блейм, додумываем сюжет и дорисовываем события самостоятельно. Потому что в истории, хотя можно ли применить такой термин, в сюжете... Наверное, и такой не подходит. В событиях, которые происходят в Блейме, так много недосказанности и запутанности, что каждый, кто читал его хоть раз, ловил себя на мысли: так, стоп, я уже полностью забыл вообще, а что здесь, собственно, такое происходит? Но в этом и заключается сильная сторона манги.
Если ты человек с фантазией и развитым синдромом поиска глубинного смысла, то сюжет Блейма расцветет для тебя в самых ярких красках. В сети есть, без преуменьшения, сотни разных трактовок сюжета. Люди делают выводы о событиях, основываясь на абсолютно любых микродеталях, которые они в Блейме обнаружили. И я понимаю, кто-то искренне уверен, что он Блейм понял, раскрыл гениальный замысел автора и бла-бла-бла. Вместо 1000 слов я лучше зачитаю цитату Нихея о Блейме. По правде говоря, я не люблю возвращаться к манге Блам. В ней мало диалогов, и они достаточно просты. Многие читатели считают, что эта манга очень сложна для понимания, и действительно она сложна. Но не потому, что в ней есть второе дно. В то время я просто хотел сделать что-нибудь необычное. На заре своей творческой карьеры я не воспринимал создание манги как работу, а расценивал ее как самовыражение, не более. И уж тем более я не думал о том, чтобы представить читателям развлекательный продукт такого масштаба, ну или сделать произведение, которое будет действительно хорошо продаваться. Я просто самовыражался. Вот почему у меня получилась столь непонятная манга. Правда такова, что Блейм был придуман практически на ходу. Какой-то единственно верной трактовки сюжета здесь нет. Но делает ли это мангу плохой? Конечно нет. Это делает ее отличным феноменом. У Нихея получилось создать произведение-песочницу, в котором читатель сам же и является автором, придумывая и объясняя разные события, акцентируя внимание на каких-то странных деталях, то есть Блейм замечателен в своей неопределенности. Мне кажется даже, что Блейм может создать интересный простор для фантазии у людей с поиском каких-то микроотсылок, нюансов, деталей, например, как у фанатов Dark Souls, которые копаются в лоре, изучают досконально мир, пытаются связать общую картину своими догадками. Ведь самая главная часть таких произведений — это загадка, которая держит весь интерес лишь на паре вопросов. Почему все именно так, что здесь произошло и кто все эти персонажи? И лично мне за это манга и нравится. Я читаю ее уже раз 10-й, если не больше, каждый раз фантазируя для себя абсолютно разные события, абсолютно разную предысторию Килли, устройство мегаструктуры. Блейм не дает тебе четкого понимания, что здесь, мать его, происходит, но дает понимание, что происходит определенно что-то эпическое, что-то масштабное. А пытаться по крупицам собрать сюжет из каких-то мелких деталей, которые ты замечаешь в рисунке, так вообще занятие для развития памяти и смекалки. Я считаю, что это прекрасный конструктор для развития твоей фантазии. Причем, оставив огромные темные сюжетные пятна в Блейме, Нихей, наверное, сам того не осознавая, создал интересный прецедент. Вот мы, когда смотрим какой-нибудь триллер или детектив и узнаем разгадку ближе к концу, абсолютно все произведение для нас теряет интерес. Смотреть второй раз ты это определенно не захочешь. Ну только если это не какой-нибудь интересный редчайший случай фильма с двойным смыслом, когда повторный перепросмотр, наоборот, раскрывает для тебя те детали, которые ты не замечал при первом просмотре. Ну, например, какое-нибудь «Шестое чувство» М. Найта Шьямалана. Но в большинстве случаев такой прием не работает. А если и работает, то только вызывает желание максимум пересмотреть историю еще разок. Но с Блеймом прием совершенно другой. Полное отсутствие ответов дает нам свободу мысли, поле для фантазии. А наш интерес подогревается разными интерпретациями, сопоставлениями и поиском связей. Причем все, что наш мозг нафантазирует, скорее всего неверная трактовка, но ведь намного лучше оставаться в неведении разгадки, чем полностью потопить облако мысли. Потопить облако мысли. Как глубоко сказано. Теперь же мы, наконец, подошли к самой главной идее. Можно сказать, квинтэссенции всего видео. Правда, после этого не включайте видос, тут еще много интересного. Он смог деконструировать японское представление киберпанка, пересмотреть принцип западного обывателя и выдать суперлютую, совершенно новую японщину в лучших традициях японского заимствования. Помните, я говорил, что он допилил свою идею из ваншота в нечто более масштабное?
Так вот, пока абсолютно все авторы делали свои истории о том, что мир разрушается, технологии убивают человечество, очень страшно превращаться в машину, человечество борется и пытается как-то выжить и бла-бла-бла, Нихей делает совершенно наоборот. Человечество даже не сопротивлялось этой гонке против машин. В мире Блама уже давно наступило полнейшее технологическое слияние. Можно сказать, технологический апокалипсис. И человечество из-за этого просто вымерло. Кто-то осознанно перенес свое сознание в цифровой мир, кто-то в попытках выжить целыми народами переселялись по мегаструктуре и неизбежно мутировали, став уже давно не человеками. И хоть поначалу нам кажется, что в сюжете есть какие-то люди, но на самом деле их нет. Люди в этом мире — это мамонты, они вымерли. Оставшиеся виды либо мутанты, которые похожи на людей, но уже с измененным ДНК, либо синтетические киборги, либо цифровые коды с сознанием. Человека здесь больше не существует. Ну и что, спросите вы? Уничтожило человечество себя. Что в этом новаторского и такого необычного? И где здесь лучшие традиции японского заимствования? Огромный вклад Нихея в том, что он не стал в 100-й раз показывать заезженный сюжет, в котором человечество пытается выжить, а просто показал, что будет после, в какую форму может превратиться наша реальность, с какими возможными проблемами столкнутся наши, уже получается, синтетические потомки, как может выглядеть полная интеграция технологий в жизнь. Может ли существовать в мире будущего жизнь после смерти, в цифровом формате, естественно? Есть ли смысл в таком бессмертии и к чему ведет вечное строительство домов? То есть он буквально показал следующий уровень технологического развития, когда биология и технологии стали буквально одним целым, и в этом котле хрючева места человеку уже давно нет. Но что самое интересное, что следующие, так сказать, виды все равно пытаются выживать, потому что от своих потомков этот винегрет созданий унаследовал только одно – желание жить. Даже холодный, вечно растущий город мегаструктуры тоже является, хоть и в своеобразной форме, но живым организмом. То есть, если в Тецуо, Железном Человеке, в ужасающей форме было показано преображение человека в машину, то Нихей масштабировал этот процесс, показав, что значит превратить человечество в механический мегаорганизм. В этом как раз-таки заключена лучшая традиция японского заимствования. Это гиперболизация. Вы ведь замечали, что в аниме, что в манге у персонажей в большинстве случаев огромные глаза. Но в реальности у японцев глазки с пуговки, причем приплюснутые. Это просто шутка, не расизм. Или что в историях всегда встречаются двухметровые верзилы-качки. Хотя средний рост у них 1,70 м, и это у парней, а качков так вообще практически не существует. Качок-японец — это все равно, что встретить альбиноса. Сюда же можно вписать чрезмерно огромные бюсты у женских персонажей большинства тайтлов. Хотя по факту, у японок среднестатистический размер — это единичка. И это я все рассказываю не в целях как-то оскорбить или ущемить, я просто привожу факты. Если они изображают каких-то монстров, то монстры должны быть титанически гигантских размеров. И даже их страх превращения в машину, по сути, появился из-за этой гиперболизации, потому что все вокруг начинали пользоваться современными технологиями. Электронные часы, радиоприемники, телевизоры, и, конечно, у людей возникал страх интеграции технологий в их тела. А Нихей, начитавшись правильной научной литературы, посмотрев кучу западных фильмов ужасов про будущее, взял японский страх биотехнобульона, гиперболизировал его, и на выходе у нас получился до сих пор никем не повторимый мир Блейма. Я считаю, это гениально.
Через несколько лет выпуска Блейма, а точнее к 2000 году, Цутому понял, что Бламу не хватает объема, какой-то информационной базы для сюжета, потому что, как я говорил выше, сюжета там кот наплакал. И пока он публиковал новые главы Блейма, у него уже сформировалось какое-никакое целостное видение истории. В честь этого Нихей подготовил небольшое объяснение того, что все-таки произошло с миром Блейма, и выпустил один томик приквела мангу Noise. И вот вместе с Noise весь Блам уже выглядит более или менее как связанная история. Все еще с огромным количеством дыр, но тот, кому надо, хотя бы на уровне ощущений допрет до сути происходящего. Если кто-то ожидал доскональных разжевываний и объяснений, то их тут не будет. Я могу лишь в 3 словах объяснить общую суть того, что происходит в Нойзе и Блейме, чтобы вы чуток ориентировались в лоре. Люди сделали суперинтернет, в котором управляли всей мегаструктурой. Например, роботами, которые строили город. Этот центр управления в интернете назвали сетевой сферой. Охранял вход в сетевую сферу антивирус. Войти в сетевую сферу могли только люди с чистым неизмененным ДНК и вшитым в тело портом. Приблизительно таким же, как у Нео из Матрицы, только более компактным. После вирусной катастрофы все носители чистого ДНК умерли, все остальные, кто остались из людей, но без порта подключения, уже давно зафаршмачили свой ДНК-код. А антивирус через какое-то время включил свой защитный протокол, в котором начал делать запрограммированных хранителей, с задачей убивать всех, кто может навредить сетевой сфере и у кого нет чистого человеческого ДНК. Но в этой истории появляется одинокий неизвестный герой по имени Килли, который по сути является перепрограммированным хранителем, которому вшили одну цель — найти человека с неизмененным ДНК, запустить его в сетевую сферу и остановить весь беспредел в мегаструктуре, потому что она такими темпами просто самоуничтожится из-за чрезмерного разрастания. Если тут есть особенно чокнутые, можете расписать длинный комментарий с полным сюжетом. А если вас чокнутых будет уж слишком много, то я сделаю детальный обзор сюжета и событий. Но думаю, у вас таких соберется немного. Короче, отпишитесь. Далее я чуток ускорю рассказ и не буду так акцентироваться на каждой из следующих работ Нихея. И это не потому, что я считаю, что он создал только один творческий шедевр в лице Блама, а остальные его работы лишь жалкая попытка что-то из себя выдавить. Нет. А потому что мне не хочется монтировать 4-часовой видос. Потому что умеет Нихей делать, так это детально прописывать свои миры, а у меня пока что есть собственная жизнь. Кстати, если вам нравится контент и вы хотите меня поддержать, залетайте на Бусти. У меня без преуменьшения самая дешевая возможность поддержки во всей мегаструктуре. В середине нулевых Нихей делает вроде как мягкое ответвление от своей вселенной Блама и начинает рисовать мангу Биомега. Попервой может казаться, что это еще один приквел Блейма. И тут уж Нихей начинает отрываться, раскрывая свои стороны с другой стороны. Если в Блейме было рваное повествование, очень много ходьбы и читатель от безвыходности позволял себе постоянно размышлять и задумываться, то Биомега — это кардинально другая работа. Во-первых, тут появился целостный сюжет. Повествование приобрело линейность. Конечно, мрачнуха и запутанность остались, но акцент тут сделан на трэшовый боевик. Постоянные сражения и взрывы в мире зомби-апокалипсиса с говорящим медведем по имени Козлов Львович Гребнев и супер крутым главным героем просто не оставляют тебе шанса вдуматься в события. Про сюжет рассказывать смысла не вижу, тут главное зубодробительный экшен. Далее, к 2005 году, Нихей выпускает 2 тома манги Абара. Действие Абара происходит в антиутопическом мире, заполненном огромными структурами. По сути, та же мегаструктура, только начального типа. История вращается вокруг существ, известных как Гауна. Гауна — это люди, которые могут формировать броню и вооружение вокруг себя, преобразовывая свой скелет. Преобразование начинается вокруг спинного хребта и затем формирует слоистые наросты. В главной роли один из таких Гауна, который защищает мир. Здесь Нихей, видимо, решил найти золотую середину между чрезмерно быстрыми событиями Биомеги и супермедленным повествованием Блама и решил просто сделать медленный, непонятный боевичок. В Абаре понять, что происходит, становится местами даже сложнее, чем в Блейме, но с визуальной точки зрения смотрится все прям на высоченном уровне. Тут определенно Нихей доказывает свой неповторимый стиль и больше внимания уделяет биопанку.
Кстати, маленький интересный факт. Абарой вдохновился сам Тацуки Фудзимото, рисуя демона пилы в Человеке-бензопиле. Про бензопилу у нас на канале пока что нет видео, но есть о огненном ударе, первой работе Тацуки Фудзимото. Ссылка вот здесь или в описании. К 2009-му, уже с приличным багажом знаний и навыков, как художник и сценарист, бывший архитектор решает скрестить очень много вселенных. В «Рыцаре Сидонии» он впихнул и Блейм с безумными постройками, и Абару с Гауной, и Евангелион с меха-роботами. Он даже Медведя из Биомеги сюда впендюрил. На самом деле, чего здесь только нет. И буду честен, первые где-то томов 6 читать тяжело. Местами посредственно, местами наивно, но, по крайней мере, при всей сложности сеттинга, сюжет становится отчетливо понятен по сравнению с предыдущими его работами. Персонажи раскрываются, имеют характеры и уже являются полноценными личностями. Тут Нихея стоит похвалить. Конкретнее, история развивается вокруг одного паренька, который жил вдали от людей на нижних уровнях огромного космического корабля, созданного из астероида Сидония. На нем 1000 лет назад случайно выжила из-за мастерства одного пилота геологическая экспедиция, которую просто забыли в ходе эвакуации землян из Солнечной системы на кораблях поколений, связь с которыми давно утеряна. Земля, к слову, уже разрушена огромными инопланетными монстрами, которых называют, как бы вы думали, Гауна. Большинство из остатков человечества, пребывающих на борту, обучается с самого раннего возраста, чтобы стать пилотами и быть в состоянии справиться с различными угрозами с помощью стражей, огромных роботов. На Сидонии на протяжении многих лет сложилась определенная культура, основанная на клонировании человека, бесполом размножении и генетической инженерии. То есть люди превратились в подобие растений, но выглядят как люди. Так вот, история вертится вокруг парнишки Нагате Таникадзе, с рождения живущего в подповерхностном слое Сидонии со своим дедом. Там он каждый день тренировался на старых тренажерах, мечтая стать пилотом стража. Когда еда закончилась, а деду было уже совсем херовенько, Таникадзе был вынужден подняться на более высокие уровни, чтобы украсть рис, но его поймали. В итоге парниша узнал, что находится на Сидонии, и его отправляют в числе молодых пилотов обучаться на службу в Сидонские летно-стражные войска. Гауна в это время хочет уничтожить остатки людей, ну и вы дальше понимаете замут. Многие считают «Рыцарей Сидонии» хоть и мягким ответвлением от нихеевского привычного стиля, но определенно его лучшей работой. И я тут не могу не согласиться. «Рыцари Сидонии» действительно интересный и при всей своей заимствованности других произведений все-таки является самобытным. Публиковал «Рыцарей» Нихей до конца 2015 года. А уже к 2017 году он начал публиковать следующую свою работу «Апосимс. Страна кукол». И вот тут, как по мне, Нихей пробует совершенно для себя, даже при всей его шизоидности, что-то необычно новое. Сюжет Апосимза также привязан к своеобразной вселенной Нихея с очень схожими образами. Конечно же, здесь есть мегаструктура, роботы, Гауна, но уже все это поддается под другим углом. Сюжет крутится вокруг людей, которые живут на замерзающей поверхности, на обломках старой цивилизации. Главный герой по имени Эсра становится жертвой нападения других людей, которые охотятся за особым ключом, чтобы попасть в рай. Этим ключом оказывается Титания, грубо говоря, робот, которая дает полуживому Эсра возможность эволюционировать в более продвинутое существо, либо пацан умрет. Ну, главный герой, собственно, и выбирает жизнь, хотя это как посмотреть. А дальше начинается привычный для сюжетов Нихея роуд-муви. Главный герой с путеводителем пытается выполнить свою миссию. И первое, что сильно бросается в глаза, это рисовка. Хотя Нихей пришел к этой стилистике уже под конец Сидонии. Пожалуй, только визуал является единственным барьером от успеха этой работы, так как в ней Нихей начинает совмещать огромное количество разных стилистик. Я бы ее охарактеризовал как первая попытка воплотить своеобразный техно-Dark Souls стайл только на страницах манги. Как мне кажется, это хороший эксперимент, но с, спойлер, сливным финалом. Он не хороший, не плохой, просто сливной. Зато здесь намного ярче раскрывается скилл Нихея рисовать одежду, особенно на женских персонажах. Сразу видно, в Парсенсе обучался не зря. Далее, уже относительно недавно, в 2022 году, Нихей пробует себя в роли, кого бы вы думали, сценариста.
Он в связке с художником Такэмото Итоэ запускает мангу «Кайна в Великом Снежном море». И я не читал, ничего сказать не могу. Но по обзорчикам вещица, достаточно проходная. Ну а всего лишь через год после Кайны Нихей взорвал. Нет, без шуток, взорвал. Я много раз упомянул Dark Souls, а вот теперь представьте, если взять Блам, окунуть его в Warhammer и нарядить его в сеттинг Dark Souls. Нихей это нарисовал. Причем пока что в лучших традициях самого себя в самом непривычном сеттинге. Он перешел из научной фантастики прямиком в фэнтези. И пока что по начальным главам, по прописанному лору и развитию персонажей, это его лучшая работа как мангаки. Рисунок по сравнению с Апосимзом приобрел стилек, кстати, местами очень похожий на Человека-бензопилу, как будто Нихей возвращает Фудзимото долг, и сценарно это выглядит самобытно и интересно. Поэтому, на удивление, дедушка Нихей спустя почти 30 лет умудряется каждой новой работой только поднимать планку. Каждый раз он пробует что-то новое, и это, на мой взгляд, похвально. Сюжет башни подземелья простой как фантик. Убив короля и похитив принцессу, злой колдун прячется в огромной башне, где бродят сильные магические звери. Молодой фермер присоединяется к спасательному отряду, пытающемуся спасти принцессу, отправившись в огромную башню, которая когда-то упала с небес. Теперь им нужно подняться на самый верх. И кому-то это может показаться простенько и заезжено, но если вы фанат серии Souls, попробуйте почитать. Кстати, уже упомянутый Тацуки Фудзимото отреагировал на башню подземелья. Похвалил, ему понравилось. Из-за этого издательству пришлось запустить еще один тираж первого тома, так как первый мгновенно раскупили. Учитывая такой интерес к работе, возможно, в ближайшем будущем мы увидим аниме-сериал. И раз уж я затронул аниме... Я специально для аниме выделил отдельный пункт. Вообще аниме-адаптаций по произведениям Нихея не так уж много, но они есть. Первый его опыт был на Блейме в 2003 году. Как раз когда закончилась оригинальная история, было выпущено 6 короткометражных эпизодов, в которых по сути нет ничего, кроме узнаваемых локаций и парочки сражений из манги. Хорошего качества я не нашел, но скорее всего его и не существует. Сюжета там нет, по сути это просто артхаусная визуализация похождений Килли. Создано это было скорее всего для повышения продаж манги. А вот к 7-му году появились уже 2 полноценные овашки, хоть и очень короткие, всего по 4 минуты, из которых если вырезать вступление и титры, так вообще останется по 2 минуты на серию. Да и выглядит оно своеобразно, но я не буду хейтить эту доисторическую 3D-графику. И вообще, возможно, это покажется странным, но как по мне, в таком виде Blame выглядит притягательно. Не знаю почему. Это выглядит как первенец у синематиков первого Текена. Но почему-то мертвость этих анимированных моделек наоборот лично для меня создает шарм. Как будто бы так манга и должна быть экранизирована. Холодная, уродливая, мертвая экранизация. Мне лично эти 4 минуты в сумме понравились. Скорее всего, их сделали для поиска инвесторов, чтобы сделать полноценный сериал или фильм. Но видно, что ничего не видно. Но видно, что ничего не вышло. Так, у нас небольшое дополнение. В итоге на монтаже я все-таки смог найти замечательное качество исходников без вшитых субтитров. И плюс ко всему прогнал все эпизоды через нейросеть, благодаря чему у нас теперь есть отличное 4К качество старых анимух по Блейму. Я постарался сделать так, чтобы нейросеть прям вот практически не испортила исходный материал, а только улучшила. Старался сделать без всяких смазов и мыла. И мне кажется, результат, очень даже приемлемый. Все-таки нейросети это, конечно, нечто. Если кто-то хочет потратить полчасика своей жизни и ознакомиться со всеми выпусками сам, то, во-первых, вы их найдете на моем бусте, в открытом доступе, ничего платить не надо. А если у кого-то по какой-то причине на бусте аллергия, я сделал отдельный канал на ютубе по Блейму, куда выложил все эпизоды в 4К. Подписываться на него не надо, развивать канал я тоже не собираюсь, это просто такое архивное место, с которого, возможно, видосики когда-нибудь доудалят. Все-таки авторские права нарушены. Единственное, что никакого перевода нет. Но мне кажется, он и не особо там нужен. И еще, если у кого-нибудь есть какой-нибудь архивный контент по Бламу, скидывайте мне в группу ВК, телегу или в тот же Бусти, обязательно выложу.
вот через 10 долгих лет, в 2017 году от студии Polygon Pictures и при бабосиках Netflix выходит полнометражное аниме Blame. Фильм является сборной солянкой событий манги, рассказывающей лишь одну коротенькую историю похождений Килли. Вывод здесь такой: если ты не читал мангу, тебе может понравиться. Если ты читал, ничего нового там не увидишь. А насчет 3D это вообще на вкус и цвет. Лично мне норм, но лучше уж его делать на уровне какого-нибудь Final Fantasy или Guns. Именно в таком формате, мне кажется, Blame может раскрыться куда ярче. Чуть ранее, в 2014-м, та же студия Polygon Pictures сделали первый сезон аниме «Рыцарей Сидонии», а в 2015-м показали второй сезон. Все в том же корявеньком 3D. А в 2021 году вышел полнометражный фильм «Рыцарей Сидонии», звезда, вокруг которой вращается любовь. И совсем недавно, в 23-м году, была выпущена экранизация Каина в Великом Снежном море. Не смотрел, ничего сказать не могу. Из аниме на этом все. Но помимо сериальной манги и аниме, Нихей на протяжении своей карьеры рисовал много ангоингов и артбуков. Сейчас вкратце я их перечислю. Абба – короткий одиночный выпуск о человеке, который ищет своего брата. Blame в квадрате – полноцветный 16-страничный выпуск, опубликованный в 2008 году. Продолжение манги Blame, рассказывающее об одном из будущих воплощений Псел, одного из персонажей Блейма. Вроде как является доказательством того, что у Килли получилось выполнить свою миссию. Академия Блейм. Комедийный спин-офф с участием персонажей из Блама, где они представлены как ученики школы. Dead Heads. Первый выпуск отмененной серии, собранный в виде эскизов в одном из артбуков. Digimortal. Рассказ о наемнике, нанятом для убийства лидера Новой Инквизиции. Можно сказать, это часть мира Абары. Страна кукол. Короткая история о битве парня с механическим существом на замерзающей планете. Можно сказать, является пилотом Апосимза. Инженер сетевой сферы. Это продолжение Блейма и сетевой сфере, выпущено в 2004 году. Считается неоконченной, хотя на сегодняшний день опубликована только одна глава и вряд ли когда-нибудь будет продолжена. Да в целом это и не надо. Жизнь в мире Блейма продолжается, а это главное. Русалочка. Короткий рассказ о человеке, встретившем богиню озера, а точнее русалочку, которая оказалась не так прекрасна, как он мечтал. Памп. Короткая манга о воспроизводстве последних людей. Сабрина. Короткий рассказ о мужчине, встретившем девочку, чья рука застряла в яме. В 2 страницах я уже в принципе показал весь рассказ. Вульверин Сникт. К Нихею прибежали менеджеры из Marvel и попросили нарисовать кого-нибудь из их вселенной. Нихей выбрал Росомаху и нарисовал 5 выпусков ограниченной серии. Первоначально был опубликован в Marvel Comics. Боевые крылатые насекомые Сузумега. Короткий ваншот о битве между инопланетными существами. Зебноид. Ваншот, рассказывающий о вражде 2 видов, принимающих неожиданный оборот. С ангоингами вроде закончили, теперь пара артбуков. Bitches Life. Книга с эротическими иллюстрациями от более 20 художников, рисующих мангу. Включает 4 иллюстрации от Нихея. И Blame and So On. Содержит иллюстрации и эскизы для Блейма, Нойза, Вульверина Сникт и других работ автора. Также содержит иллюстрации Нихея для Bitches Life и прерванного Dead Heads в виде эскизов. И забыл упомянуть еще Хала «Нарушение карантина». Появился комикс следующим образом. В середине 2000-х, во время поездки в США, Нихей познакомился с командой дизайнеров Хала. Он им сразу же рассказал о том, что является большим фанатом серии, и челиксы, недолго думая, предлагают ему принять участие в проекте Хала графическая новелла. Комикс получился небольшим, всего 2 главы, сделан по заказу Банжи, не без помощи, конечно же, Marvel Comics. Также я упомяну немного интересных фактов, которые я нашел, пока собирал всю инфу для выпуска. Естественно, скорее всего, какие-то вещи я упустил, но тут уж извините. В артбуке Blame and So On Нихей про Blame пишет, что мир охватывает почти всю Солнечную систему и добрался, по крайней мере, до орбитальной поверхности Юпитера.
Под миром он, конечно же, подразумевает мегаструктуру. Если вы не поняли, откуда столько материала для постройки мегаструктуры, то она построена из других планет. Нихей сравнивает мегаструктуру со сферой Дайсона. А в более поздних интервью мангака заявлял, что перед остановкой расширения мегаструктура успела поглотить несколько соседних звезд. С 2016 по 2017 годы было подготовлено и выпущено обновленное издание Blame Master Edition, которое отличается увеличенным форматом и добавлением раскрашенных обновленных страниц обложки в твердом переплете. Существует два подзаголовка манги Blame. Первый, обычно написанный на обложке тома рядом с названием, гласит «Искатель приключений Килли в своих похождениях по киберподземелью». Второй, обычно на титульном листе или на странице с содержанием звучит как «может быть на Земле, может быть в будущем», на чем и заканчивается все предварительное пояснение ситуации. Существует мнение, что название манги — это звукоподражание выстрелу из оружия главного героя и может произноситься как «блам», «брам» или «брум». Цутому также большой поклонник видеоигр. Среди своих любимых он называл Metroid и франшизу Halo. Но не удивлюсь, если теперь он убивается и по Souls-like играм. Есть версия, что все работы Нихея происходят в одной вселенной, но в разные временные периоды, которые могут варьироваться миллионами лет. Название «Рыцари Сидонии» не стоит путать с одноименной песней британской рок-группы Muse. Частенько на страницах манг Нихея можно встретить одно и то же упоминание Toho Heavy Industries. Иногда пишется как Toa Heavy Industries. Крупная производственная и инжиниринговая компания. Организация появляется в Blame, Биомега и Рыцарях Сидонии. Каждый раз это, естественно, разные компании, но название везде одно и то же, что очень косвенно, но доказывает, что все события происходят в одной вселенной. Хотя все же частое упоминание больше походит на одну из суперотсылок. Но Toho Heavy Industries существует теперь и в нашем реальном мире. В 2017 году Нихей открыл свою компанию под таким названием. Насколько я понял, через нее он занимается дистрибьюцией своего контента, манги, фильмов, мерча, дизайна товаров, фигурок там всяких, а также лицензирует и управляет своей интеллектуальной собственностью. Идею о зомби-апокалипсисе из отмененной Deadheads Нихей реализовал в Биомеге. Байк из Биомеги — это своеобразная отсылка на мотоциклы из Акиры. На протяжении публикации Блейма можно заметить, как у Нихея изменяется навык изображения персонажей и их лиц. Рыцарей Сидонии можно назвать своеобразным иссякай-гаремником, так как главный герой оказывается в совершенно для себя новом мире, о котором он знал только из компьютерного симулятора пилота, да еще и окруженный огромным количеством женщин. Вид говорящих медведей появляется в Биомеге и Рыцарях Сидонии. Рыцари Сидонии в 2013 году выиграли премию манги Каданся. В 2015 рыцари взяли первое место в номинации «Лучший комикс манга», а в 2016 забрали премию в области научной фантастики Seiun Award. В 2016 году на Комик-кон в Сан-Диего Нихею вручили почетную награду за заслуги Inkpot Award. Кукольная болезнь в апосимзе является вариацией зомби-вируса, только превращается зараженный не в труп, а в киборга. Можно провести параллель с фильмом Тецуо «Железный человек», где герой переживает такое же технозаражение. К полнометражному фильму Blame Нихей в качестве сценариста выпустил спин-офф основной манги Blame, электрорыбаки, иерархия рисков, стратегия, побег. Художником выступил Секине Катара. Действие апосимза происходит на замерзающей земле, точно так же, как и в огненном ударе Тацуки Фудзимото, который начал публиковаться на год раньше, 2016 против 2017. Нихей дикий трудоголик. Он делает безумно много зарисовок сразу страницами, а иногда и целыми главами. Частенько он их не развивает и забрасывает, но из тех, что ему кажутся интересными, он развивает самостоятельную серию. Например, элементы крылатых насекомых Сузумеги воплотились в Рыцарях Сидонии. Кремниевые создания из Блейма сначала воплотились в одну главу Страны кукол, а уже оттуда идея переросла в апосимс. Даже Блейм изначально имел прототип с концептуальными элементами, а позднее Нихей все это развил в основной серии. Видимо, Нихей сначала рисует, а после накидывает на свои же образы отработанные элементы или развивает новопридуманные. Нихей фанат «Восставшего из ада» от Клайва Баркера. Все главные герои его работ не являются людьми.
Обычно это либо очень модифицированные люди, либо уже следующая эволюция в биотехновоплощении. С задачами, которые Нихей ставит перед своими героями, обычный человек попросту бы не справился. Цутому обожает хороших, добрых женских персонажей. Нихей любит рисовать уродливые маски, используя приемы с хоррор-фильмов. Только по его персонажам не всегда понятно, маска это или же настоящее лицо. Мегаструктура сделана из такого материала, который не разрушить обычным способом. На это способно только специальное оружие. У Килли как раз такая пушка. Под конец я оставил, как мне кажется, самое вкусное. Многие не до конца понимают, что именно такое это за слово – мегаструктура. Давайте копнем поглубже. Начнем издалека. Что такое исследовательская инженерия? Это термин, придуманный Эриком Дрекслером для описания процесса проектирования и анализа подробных гипотетических моделей систем, которые неосуществимы с использованием современных технологий или методов, но, похоже, явно находятся в пределах того, что наука считает возможным в узкоопределенных рамках действия гипотетической модели системы. Если упростить, то это изображение или видео, а в сегодняшней реальности 3D-моделированные прототипы гипотетически возможных форм проектирования, которые можно воплотить в нашей реальной жизни, но на это просто нет ресурсов или сегодня такие формы просто не нужны. Вот этим занимаются инженеры. И не путайте это с учеными, ученый обычно задает вопрос и ищет ответ, а инженер уже думает, как этот ответ реализовать. Так вот, идем дальше. В исследовательской инженерии есть малюсенькое такое ответвление. Называется мегамасштабная инженерия. Что это такое? По сути, это проектирование проектов, связанных со строительством сооружений в огромных масштабах. Как некий стандарт таких построек используют масштаб не менее 1000 километров в длину или в ширину и в длину. Другими словами, не менее 1 мегаметра. Да, если вы не знали, 1000 километров это 1 мегаметр. Отсюда у нас появляется и название – мегаструктура. Одним из популярнейших примеров мегаструктуры является сфера Дайсона, которую Нихей, кстати, воплотил в Блейме. Я это уже сказал в интересных фактах. Про Дайсонову сферу можете почитать, это интересное чтиво. С понятием мы разобрались, теперь же поговорим о концепции города. В мире Блейма, да и вообще во всех работах Нихея, мегаструктура обычно огромная площадь, где живут люди. За них все делают роботы, строят дома, готовят машины по производству еды, короче, бесконечно саморазвивающийся техноорганизм, в котором люди могут слиться с ним в биотехноформе. Ближе всего на сегодняшний день мы приблизились к формированию города-мегаструктуры при помощи концептуальной идеи, такой как аркология. Это реально существующая концепция, совмещающая в себе экологию и архитектуру. Собственно, так и появилось слово. Так вот, сформирована концепция в конце 60-х годов. В ней описано возведение мини-городов с размещением безумно большого количества людей в условиях ограниченной территории. Аркология предполагает строительство мегаструктурных городов, которые смогут сами производить внутри себя все необходимые ресурсы для комфортного уровня жизни людей. То есть жилье, торговые центры, магазины, заводы, школы и прочие штуки для досуга. И какое-то подобие такой мегаструктуры даже воплотили в жизнь. В штате Аризона, США, населенный пункт Аркозанти или Аркосанти. Это экспериментальный город, постройка которого началась в 1970 году. Архитектор Пауло Солери использовал принципы аркологии и основал город для демонстрации того, как можно минимизировать разрушительный эффект людей на природу. Несмотря на то, что строительство началось аж 50 с лишним лет назад, город все еще продолжает строиться. Население постоянно варьируется от 50 до 150 человек. И зачастую это студенты-волонтеры, хотя по изначальному плану в городе должны жить 5000 человек. Сейчас там пока что 13 главных зданий, и когда они продолжат масштабное строительство, наверное, никогда. Проект можно считать неудачным. Есть примеры гипотетических проектов аркологии, типа здания Ной. Возможно, вы его где-нибудь когда-нибудь видели. Этот треугольник является своеобразным символом всего движения. Еще есть проекты уровня Мега-Сити Симидзу или Хрустальный остров.
И ни один из этих проектов сегодня в жизнь не воплощен. Потому что, во-первых, дорого, во-вторых, сложно, а в-третьих, нафиг по сути оно надо, только если с точки зрения эксперимента. Плюс ко всему, конкретно в этих проектах есть нюанс. Они ограничены в размерах и по сути не позволяют популяции расти. Опять же, в нашем реальном мире есть более интересные проекты, которые не привязаны к аркологии, а больше походят прямо на настоящую мегаструктуру, позволяющую как бы наращивать жилплощадь, хотя и со своими ограничениями. Например, вы не падайте в обморок, проект The Line в Саудовской Аравии подразумевает под собой длиннющий строительный комплекс, в котором может проживать 9 миллионов человек. И если эта линия не упрется в конец нашей плоской земли, то может строиться и дальше, позволяя увеличивать население. Да, у проекта, естественно, есть свои нюансы. Те, кто будут жить на самых нижних этажах, естественно, будут получать мало солнечного света, но такова правда жизни. И, как я уже сказал, в проекте линии нет такого акцентирования на экологичном формировании. Поэтому заводы будут прям рядом с жилыми секторами, что тоже такое себе решение. Ну и вот, мы подошли к самому главному, ради чего я затеял весь этот исторический экскурс. Откуда вообще появилось это желание сделать мегаструктурный город? Так вот, само понятие разрастающегося функционирующего города образовалось в Японии. В 50-х годах после конца войны в Токио мигрировало с соседних регионов огромное количество людей. Город к такому переизбытку населения просто был не готов. Японские архитекторы предложили просто безумное по тем меркам решение. Они предложили преобразовать город в живую, развивающуюся органическую систему, которая способна расширяться, сужаться и реагировать на любые численные изменения. Вот представьте пластилин только в формате города, к которому ты можешь прилеплять еще дополнительный пластилин. Как этот концепт выглядел? Они исходили из логики формирования биологической жизни в стиле клеток. То есть вся эта тема подразумевала главное ядро, а вокруг этого ядра образовывалась модульная система, которая могла увеличиваться и надстраиваться дальше. Что-то типа сот в улье. Как именно это должно было выглядеть? Должен был строиться огромный шпиль, который выступал в роли ядра и который мог настраиваться выше. К каждому сектору по кругу могли цепляться небольшие пристроечки. То есть каждый такой модуль мог отсоединяться от любого дома и присоединяться к абсолютно любому другому дому-шпилю. Причем коннект таких модулей был элементарный и не требовал каких-то сложных работ. Но японцы обосрались лишь в одном. Сама схема формирования ядра и модуля элементарна. Хочешь себе модуль квартиры? Окей. Хочешь себе модуль спортзала? Окей. Модуль-магазин? Без проблем. Связки модулей никто не отменял. Но вот кто это все построит? А потом еще и привезет и установит? Технически на реализацию такого проекта просто не было ни ресурсов, ни строительных компаний, ни грузовых подрядчиков. То есть на бумаге у нас проект реализован в 100%, а на деле воплотить его в жизнь попросту невозможно. Но теперь представьте, если бы они изобрели роботов, которые способны синтезировать материал и строить из него такие же постройки, причем абсолютно без человеческого вмешательства. Нихей именно эту концепцию и воплотил в жизнь. Приехав в юном возрасте в Токио, он как архитектор просто был ошеломлен огромной плотностью людей на квадратный метр. Плотность населения в Токио одна из самых высоких среди городов мира, а на одного человека там приходится всего лишь 4 квадратных метра. В России на одного человека где-то 25 квадратных метров. И это еще мало. Потому что в других странах Европы этот показатель в среднем 40 квадратов на человека. Нихея, как и многих, пугало то, что Япония по сути ограничена в своих размерах. Она же является типа островом, отделенным от суши. И вопрос перенаселения рано или поздно может возникнуть. Мог возникнуть 30 лет назад. Поэтому бесконечно растущий мегаструктурный город и шире в высоту – это тоже своего рода культурное переосмысление.
И вот здесь мне бы хотелось добавить своих мыслей по поводу этого замечательного уже дедушки. Я лично давно не получаю какого-то удовольствия от коммерциализированного контента. Ну, точнее, не так. Удовольствие я получаю. Большая часть контента, особенно от уже мастодонтов, кино, музыки, манги, аниме или, например, даже ютуба, сделана на сверхвысоченном уровне. В контенте, который нацелен на заработок, все рассчитано так, чтобы мы, как потребители, были полностью удовлетворены и не замечали что-то еще на порядке ниже или на порядке иное. И со временем я стал замечать, что вся коммерция вокруг теряет саму суть. Контент ради контента, в котором нет какого-то ядра, в котором нет какой-то души. Но вот стоит тебе хоть раз наткнуться на видосик какого-нибудь блогера, у которого там 20 подписчиков и 40 просмотров на видео, который с корявеньким монтажом на целый час рассказал тебе, как он проводил время на даче или вспоминал свои впечатления от какой-нибудь игры, и прямо здесь и сейчас я понимаю, что уже под конец видео получаю не контент, а удивительно иную форму приятных впечатлений. Как будто кореш на кухне рассказал мне интересную историю, с ошибками, с какими-то запинками и, возможно, с потерявшейся мыслью, но я понимаю, что здесь и сейчас все это создано не для того, чтобы заработать бабок, не для того, чтобы собрать аудиторию. Автор это сделал, потому что просто искренне хотел. Возможно, даже без какого-либо шанса на успех, но от чистого сердца решил создать то, что сейчас посмотрел только я и, возможно, 39 раз он, ну или его мама. И в этом моменте даже есть что-то интимное и личное, теплое такое ощущение. Не подумайте, ничего пошлого, не то чтобы я испытывал влечение и фетиш к чувакам с 20 подписчиками. Нет, я не про это. Я имею в виду сам момент. Он действительно удивителен и тоже работает, когда ты видишь какой-нибудь короткометражный фильм от каких-нибудь школьников или трек Бетмаря, у которого 2 лайка на посте. Но все-таки самое, как мне кажется, здесь главное — это разделять и отличать тех людей, у кого появляется желание самовыражения, от тех, кто хочет навариться без этого самовыражения. Но я думаю, вы поняли, о чем я говорю, потому что, по сути, такие вещи невозможно скрыть. И как бы парадоксально сейчас это не звучало, хоть Нихей и пришел в индустрию манги только ради того, чтобы зарабатывать, и он это не скрывает, но в его работах постоянно есть это оголенное ощущение самовыражения. Он искренне, досконально прописывает собственную вселенную, создает удивительные миры, забрасывает те работы, которые ему перестают быть интересны, как, например, концовка Апосимза, или, например, очень долго через силу рисует Биомегу, никак не хочет зацикливаться на успехе Блейма и как настоящий творец пытается идти дальше и старается родить следующий проект. В его творчестве есть куча неудач, куча неправильных решений, как, например, изменение рисунка, перепрыгивание в разные временные периоды и вселенные, но каждая его новая работа — это локальный праздник лично для меня, и я уверен, для миллионов таких же фанатов. Потому что каждый раз, вроде бы используя одни и те же приемы, хоть он и пытается следовать трендам, пытается сделать гаремник или какую-то помесь иссякая с всратым юмором, но у него выходит что-то инородное. Что-то, что не живет по законам индустрии, как будто за все года работы он так и не понял, что значит быть мангакой и как зарабатывать бабки, а остался тем же неопытным парнем, который просто пытается самовыражаться. И наблюдать за его обучением на протяжении 30 лет очень интересно. Он настоящий экспериментатор, которых сейчас осталось крайне мало, а возможно таких разносторонних авторов и вообще сегодня уже не существует. Точно так же, как и людей с сетевыми терминальными генами внутри мегаструктуры. Причем, что самое интересное, если ввести его имя в запрос нейросети для генерации картинки, нейросеть всегда выдаст его уникальный стиль. Его имя уже неразрывно связано с его мегаструктурой. Как будто он приватизировал это слово. Манга Blame выгодно выделяется на фоне классического киберпанка. Зачатки технологий и техногенного мира в ней доведены до абсолюта, возведены в ту степь и экстраполированы в будущее, в котором лишь отдаленно можно узнать наше прошлое. Именно этим, возможностью соприкоснуться с чем-то надчеловеческим и, конечно же, благодаря мощной визуальной эстетике, манга и покоряет читателя. Спасибо, пустулян, на бусте.
Джокеру, отдыхай рулено. Дмитрию, Татьяне, Максиму, мне Космоногу и князю Дракуле, а также Зеппе, Пяскушку, Георгий Лазарев, Бурлок, Десепшн, Владислав Левшинский, Фенрир, Евгений Голошейкин, Денис Кирсанов, Аркадий Гулений, Андрей Толмачев, Роузер, Евгений Морозов, Волобран, Салазар, Виртуга и Деджи. И еще Скорсем, Алекс, Тимур, Папа, Лупа, Алый Король, Сергей Апухов, Желтый Кош, Павел Соловьев, Амадеус Синопсис, Мартен Гвин, Стас Клевцов, Мулин, Артем Соколов и Виктор Крашенинников. Спасибо!